Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу сделать обзорчик такой небольшой своей альтернативы всей. Сегодня у нас 15 ноября 2020 года. И хочу я поделиться своими впечатлениями, как работают все мои альтернативные источники энергии. Это, кто может первый раз смотрит видео, не знает, то у меня есть тепловой насос, солнечные панели, коллектор солнечный и ветряк. Вот сейчас пройдемся по всем этим альтернативным источникам энергии, как оно сейчас работает. Итак, солнечные панели. Ну, что я вам скажу. Солнечные панели, за полмесяца, это у нас там было солнечных дней, по-моему, 2 или 3 всего. И то один только был нормальный такой солнечный день, что целый день не было туч. Вот так вот. Работало у меня и панели работали тогда хорошо, и коллектор. Но сейчас про панели. А так в основном его нет солнца вообще, от слова совсем нет. Небо свинцовое. Сегодня даже идет дождик такой. Выработка в день с 4 киловаттного массива. Там киловатт, 1,5, даже меньше бывает киловатта. Это как бы ни о чем. Это может кому-то для зарядки аккумуляторов такое и подошло бы, но мне надо греть бойлер, подогревать там и другое. В основном для нагрева я сейчас пока что использую. Поэтому мне такая выработка, в ноябре месяце, это, я же говорю, ни о чем. Это на 15 число по ваттметру, там я уже не помню, но что-то даже меньше 30 киловатт-часов выработала солнечная электростанция. Это 4 киловаттная. Я же говорю, что особо хвастаться нечем. Дальше. Коллектор солнечный. Солнечный коллектор, как оказалось, без солнца не работает тоже. Если панели там еще что-то выдают, там какие-то копейки, то коллектор, у меня сейчас за спиной, я потом покажу, как я воздуховоды подключил, он вообще не работает без солнца. Когда есть солнце, это были вот эти дни, как я уже сказал, 3 солнечных, то он очень хорошо работает. Даже один день был очень яркое такое солнце, то он вообще работал классно, он произвел очень много тепла, он надул в дом, я им был доволен в те дни. И там я еще показывал, один день был, видео у меня есть, там такие перистые облачка такие были, вроде как было солнце, так не очень, то он тоже работал, хорошо нагревался. Видел я на нем уже больше 60 градусов в коллекторе, это при работающих вентиляторах. А так то в основном он не работал. Это я же говорю, 3 этих солнечных дня были в ноябре, это он 3 дня всего-навсего проработал, а все остальное время температура в нем не поднимается там выше 10 градусов. Если сейчас на улице около 4-5 плюс, ночью там еще холоднее. Короче, солнечные панели, коллектор еще меньше работал, чем солнечные панели. Он вообще только в солнечную погоду работает. Дальше, ветряк. Что ветряк? Ветряк там практически тоже не работал. Если взять эти киловатт-часы, правда у меня еще счетчика нету, то он там вообще копейки выработал. Ветра, нет, солнца нет, ничего нет. Ветряк у меня стоит уже вообще неделю, как не работал. И даже больше. Такие делишки. Это по ветряку, солнечным панелям, я уже сказал, да, и коллектору. Короче, все стоит. Что работает? Работает только из всей этой альтернативы тепловой насос. Да, он сейчас работает, у меня, так сказать, отдувается за всех. И за коллектор, и за солнечные панели, и за ветряк. Что у меня вся моя альтернатива сейчас нацелена на отопление, нагрев воды, бойлер и так далее. Чисто активные нагрузки, электроплитка там,
такое. Ну, кто смотрит канал, то знает, куда я деваю эту энергию. Я потом объясню, когда-нибудь сделаю такое видео, почему я так вот использую свою альтернативу. Объясню потом, позже. Вот. Ну вот, я же говорю, работает только тепловой насос. Прекрасно работает, греет дом, нагревает все как мне надо. Ему, в принципе, все равно. Есть там солнце, ветер. Он от этого не зависит. Он даже не зависит от наружной температуры воздуха. Потому что у меня он сделанный там вода-вода. Система, то есть он с воды скважиной берет тепло и в воду в систему отопления тепло это сливает, перекачивает. Вот, поэтому ему вообще там параллельно, что на улице делается моему тепловому насосу, какая там температура за бортом, если солнце, ветер, ему это все не нужно. Ему главное, чтобы насос работал, прокачивал воду, скважины проходила через него. Вот, и по прогнозу я смотрел там на ближайшую неделю, такая погода и сохранится. То есть, судя по всему, она будет такая и до конца месяца, до конца ноября месяца, такая мрачная, без солнца, вот, и совсем не энергетическая. Вот, ну, я еще солнечные панели в ноябре месяце не эксплуатировал, они у меня стоят только, я их поставил в прошлом году, с Нового года. Вот после Нового года я их поставил, вот я знаю, вот, ну, с Нового года они работают нормально, я это уже знаю, там уже солнца больше и солнечных дней больше. А вот ноябрь, и я думаю, что декабрь тоже, вот, это такой вот провал вообще в солнечной энергетике. Все, что зависит от солнца. Насчет ветра я тоже, мне это не очень нравится. Вот, осталось, я же говорю, только тепловой насос. И поэтому я, так сказать, на него обратил более пристальное внимание. Вот, как сейчас единственный источник моей альтернативной энергии. И что я придумал, расскажу вам по его модернизации, можно сказать, или немного как бы усовершенствованию, модернизации. Я решил еще докупить 2 радиатора в свою домашнюю систему отопления. Один у меня там встает так, под полкой 1,70 м на 40 м, 22 тип, вот эти стальные, двойные, 22 тип. И один 1,20 м на 50 м, ну, такие большие довольно радиаторы. Вот. Для чего они мне нужны в мою систему? Этим я их добавлю в систему, что я этим добьюсь. В конечном итоге я добьюсь экономию денег и электроэнергии. Сейчас я объясню, как это получается. Ну, все уже знаете, что я уже объяснял это в других видео про тепловой насос, что эффективность, то есть КОП вот этот теплового насоса напрямую зависит от температуры в системе отопления. От температуры воды в системе отопления. То есть, чем выше температура воды в системе отопления он нагревает, чем больше давление в конденсаторе, ему надо накачать большее давление, соответственно, компрессор ест больше электроэнергии. Если мы, вот как опять мы пришли к тому, что самая эффективная система отопления это тепловой насос, работающий на теплые полы, потому что теплым полам не нужна высокая температура. Там 20-25 до 30 градусов, даже 30 там и не надо, наверное, для теплых полов. Это будет идеальное отопление и эффективное, в доме будет тепло, и тепловой насос не будет работать в нагрузку, потребляя таким образом меньше электроэнергии, выше коэффициент эффективности, и меньше мы денежек платим, да и насосу легче, он меньше перегревается и все такое. Вот. Но у меня теплые полы уже не получится, потому что дом сделан, поэтому я надумал еще добавить вот этих радиаторов. Вот. И получится то же самое примерно, что с теплыми полами. Ну, примерно. Вот. То есть мне надо будет меньше теперь надавливать температуру в системе нагонять, чтобы обогреть, ну, из-за того, что увеличилась площадь теплоотдачи.
меньшую температуру, соответственно, компрессору легче, соответственно, выше КОП, он ест меньше электроэнергии на перекачку того же количества тепла с скважиной воды. Вот, ну, как говорится, ну, все выиграют от этого, одни плюсы. Вот такой вот я решил сделать. 2 радиатора я еще поставлю, да. И еще я сделаю видео, чтобы наглядно показать, насколько зависит вот это вот потребление электроэнергии компрессором от температуры в системе отопления. Я сделаю замер по ваттметру на 25 градусов в системе отопления, 30 и 35. Вот я думаю, вот это нормально будет. Ну, у меня средняя 30, но я сделаю и 25, и 35, чтобы вам было виднее, так сказать, насколько там разница в потреблении электричества компрессором. Вот, насколько, ну, что я заметил эту разницу, я хочу это показать, вот, что именно лучше вот, низкотемпературные, вот эти вот низкотемпературные системы отопления под тепловой насос, это идеальный вариант. Ну, это теплые полы или большое количество радиаторов, большое там, ну, по площади имеется в виду. Ну, еще как-то там, я не знаю, как еще бывают низкотемпературные, может, как-то еще кто-то придумает. Ну, вот ключ в этом, смысл, да, чтобы как можно ниже сделать температуру в системе, и тогда тепловой насос работает с очень высокой эффективностью. Там и 5, и даже больше 5. Ну, я это покажу. Вот. Вот такие у меня есть соображения по модернизации своего теплового насоса, улучшению его работы. Вот. И сейчас еще покажу, как я, вот кто-то уже, наверное, заметили, подключил, как я подключил трубы, воздуховоды к своему тепловому, коллектору солнечному. Вот тут этот коллектор, вот он, задняя стенка, это одной секции. Вот там еще вторая секция за окошком, и там видно третья секция. Трехсекционный коллектор. Кто не знает, там смотрите, у меня есть плейлист по солнечному коллектору. 6 квадратных метров он всего. Вот. Воздуховоды. Начнем от выхода из дома. Вот это потолок у меня утепленный опилками. У меня тоже есть видео про эти опилочки. Очень хороший вариант утепления, я вам скажу. Вот он. Дешевый, эффективный, все дышит, влага выходит, вот, и бесплатный, можно сказать. Ну, опилок можно насобирать где угодно. Итак, вот эта труба выходная, она вышла, я тут запенил все пенкой, черной пенкой, такую еще и не видел, кстати. Вышла труба, это 130-я гофра, алюминиевая, вышла она из дома, воздух отсюда по ней вышел и зашел вот сюда, через вентилятор. Вот здесь стоит вентилятор. Вот кто не знает, они у меня там канальные вентиляторы. Вот он. Это муфта, флянчик такой, который туда вклеенный был коллектор. Я его состыковал. Вот здесь вот шовчик видно. Скотчем просто обмотал. Вот тут нормально держится. А тут хомут. Обычный капроновый или какие они эти хомутки. Затянул, ну, такой длины у меня не было хомута, я с 2 сделал. Вот, 2 хвоста, видите, да? Не знаю, видно. Ну, с 2 хомутиков сделал 1, большого диаметра. Затянул я эту гофру, оно тут хорошо стало, нормально держится тут. Вот, это вентилятор, он качает туда, в коллектор. Направленное его действие. Вот это провода у меня. Это подсоединение. Вот этот провод это силовой на питание вентиляторов первого и второго. А этот второй провод это датчик. Вот здесь вот. Вот видите, да, это пошло датчик. Это второй вентилятор. Это уже выход. Выход из коллектора горячего воздуха. Тоже. Но тут вентилятор у него с одной стороны такое как бы более широкое
а с другой чуть-чуть уже. Вот. И он тут наделся хорошо на сам флянец. Наделся так нормально. Я там подмастил так, чтобы он тугенько так наделся. И он хорошо наделся. Потом надел опять же эту 130-ю гофру алюминиевую и тем же хомутиком затянул. Он тут нормально держится, никуда она не денется. Тут воздух просто. Этот вентилятор качает сюда. Направлено его действие из коллектора в эту трубу. Идет воздух уже нагретый. Ну, трубы я еще не утеплил. Вот. Утеплить надо эту гофру. Ну что вот здесь вот, конечно, гофра алюминиевая. Плюс она ребрышками такими. Она довольно хорошо теряет тепло. То есть греет мне чердак, ну, когда работает коллектор. Вот. Потом вот здесь вот переход на канализационную трубу. Ну, вот здесь немножко нестыковка такая получилась, потому что гофра 130-я, а канализационная 110-я. Поэтому тут я подмастил такой вот, с таких вот штучек, этих тепления трубы. Это такое продается. Отрезал, сюда намотал. Потом надел вот эту гофру и затянул хомутиком тоже. Ну, тут довольно герметично, просто что немного заужения. Ну, канализационной просто нет серой трубы. В магазине в Эпицентре не было больше, чем 110 диаметр. Было бы хорошо, конечно, взять было 120 или 130, такую как гофра, но такой нету. Почему-то не стандарт или что. Ну и вот эта вот труба уже пошла в дом. Вот, она зашла. Вот, тоже она запенилась. Труба, ну тут тоже труба. Это входная, вот видите, немного, тут ее видно. Это выходная с дома, это входная. Вот. Вот такой вот получился у меня адронный коллайдер. С такими вот трубами. Но, как говорил, я уже не работает он без солнца. Утеплять я их буду вот этими штуками, как я уже сказал. Я ее разрежу. Тут даже шовчик уже есть как бы разрезанный. Она только раз ее растянула. Вот, по-моему. И тут есть где-то такая прорезь уже есть. Распущу ее и буду обматывать. У меня они просто есть, вот эти штуки. Чтобы не покупать утеплитель какой-то, обмотаю ими. Может быть, даже в 2 слоя их хватит обмотать. Вот так вот намотаю, потом сверху скотчем, чтобы оно не разматывалось. Я думаю, такого утепления хватит. Вот. Ну, вот такая вот у нас альтернатива в ноябре месяце. Я вам ее рассказал, как оно все есть, как все работает. Ладненько. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Может, у кого-то какие-то идеи есть. Все, всем пока. До следующих видео.